Всем привет! В прошлом видео мы сделали главную страницу и форму для логина, и на ней есть кнопка, пока которой ничего не делает. В этом видео мы сделаем логин полностью на фронтенд части и на бэкенд. По кнопке Submit у нас должен отправляться запрос на бэкенд, запрос логина с полями логин и password. Для начала установим библиотеку Axios. С помощью нее будем отправлять запросы. Пишем npm install Axios. Axios установился. Теперь в папке src создадим директорию API. И здесь создадим директорию auth. Здесь будет все связанное с авторизацией. Создадим файл index.ts, тут будут основные запросы. Создадим файл types.ts, здесь будут интерфейсы. В API еще создадим файлик с endpointами, которые нам нужны. endpoints.ts. Здесь создаем константу endpoints. Все запросы, которые нам нужны, можно объединить под одним свойством auth. Сразу напишем export default этой переменной. И в auth нам нужно будет пока что реализовать только route логин. Но сразу напишем все остальные. Всего нам нужно будет сделать 4 роута. После того, как мы залогинились, через какое-то время токен протухнет, поэтому нам нужно будет сделать его рефреш. Потом нужно будет сделать логаут, когда нужно будет выйти. И для того, чтобы проверить, что все работает, сделаем запрос профиля. Ссылки на нужные endpoints мы описали. Теперь опишем интерфейсы, пока что только для запроса логина. Опишем то, что мы отправляем при запросе и что мы должны получить в ответ. Экспорт интерфейс iLogin request. Мы будем отправлять только два поля. Это логин и пароль. В логине string и в пароле string. В ответ мы будем ждать iLogin response. И в нем нам нужно будет только одно поле, это access токен. С помощью него мы будем подписывать все запросы, прикладывать этот токен, чтобы наши запросы приходили. Также нам нужен будет refresh токен, но мы будем его хранить в куки, так безопасней. А access токен будет храниться в самом приложении. Можно их хранить в local storage и access токен, и refresh токен, но это не безопасно, так как все скрипты на этой странице будут иметь к ним доступ. Перед тем, как писать сам запрос, создадим еще инстанс Axios. Он пригодится, потому что затем нужно будет к нему добавить некоторые middleware. Создаем файл instance.ts. Импортируем Axios. И создаем сам инстанс. Так и назовем Axios Instance. Он делается с помощью axios.create. Можно добавить какие-нибудь параметры, но они пока не нужны. Инстанс готов. Теперь с помощью этого инстанса можно делать запросы. Переходим в файл index.ts. Здесь сразу импортируем этот инстанс. Автокомплит сработал. Это хорошо. Пишем export const login. Запрос так и будет называться логин. На вход будем ждать параметры. Они типа iLogin request. И это дальше нужен инстанс
С помощью него создаем запрос post. Первым параметром отдаем endpoint, куда нам нужно стучаться. И вторым параметром отдаем параметры. Ну, собственно, все. Можно еще описать вручную, что будет отдано на выход. То, что вернет эта функция accessPromise, и она вернет iLoginResponse. Вот так выглядит запрос логин. Довольно просто. Полученные токены и информацию об авторизации, например, профиль, нужно где-то хранить. Для этого воспользуемся Redux. Установим Redux Toolkit, React Redux, Redux Logger и типы для Redux Logger. Устанавливаем. Не буду показывать, как я печатаю, потому что тяжело одновременно и печатать, и говорить, и времени на это уходит очень много. Следующим мы создаем папку store и в ней index.ts. Здесь создадим общие настройки для Redux Store. Из Toolkit импортируем configure store. Из React Redux импортируем useDispatch и также импортируем logger. Здесь создаем store с помощью функции configure store. Здесь указываем редюсеры, которые будут нами созданы. Нам будет нужен out_reducer, но пока его нет. И дальше указываются middleware, которые нам будут нужны. В getDefault middleware уже есть Redux-Sync, и к нему еще добавим, когда node.env не production, то тогда добавим еще и logger, то есть в режиме разработки. Вот здесь мы его импортируем. Дальше для TypeScript мы пишем root state, пишем app-dispatch. И чтобы проще было импортировать, сразу создадим useApp-dispatch. Так, типы будут описываться попроще. В сторе создадим директорию out, и здесь создадим out_reducer. Сразу набрал весь код, сейчас я объясню его. Сначала пишем интерфейс для этого куска редюсера, для слайса. Здесь раздел out_data, здесь будем хранить access токен, который получили при авторизации. Будем считать, если access токен заполнен, то пользователь авторизован. Это значение может быть или string, или null. Если сейчас загрузка это boolean, и в ошибке тоже или string, или null. И для профиля точно такие же поля. Опишем начальный state. Здесь все или null, или false. И для профиля тоже или null, или false. Начнем создавать редюсер, назовем его out. Передадим начальное состояние и опишем все его изменения. Для логина 3 функции: login start, login success и login failure. Когда start, то из loading переводим в true. Когда логин успешный, из loading переводим false, access токен сохраняем из action payload. Здесь описываем, что в payload должна быть просто одна стринга, то он будет access токен. Для профиля то же самое. Load профиль start, load профиль success и load профиль failure. Когда load профиль success, то также ждем одну стрингу и в профиль кладем одну стрингу, пусть там будет имя пользователя для простоты. И сразу напишем logout. Там просто возвращаем начальное состояние. Все эти функции из экшенов можем передать, чтобы не делать никакие переменные страшные, не писать лишний boilerplate. И также возвращаем редюсер. И теперь в файле index.ts можем заэкспортировать этот редюсер. Чем мне нравится? Out_reducer. Ну и все, store готов. Рядом с редюсером создадим файл actioncreators.ts. Здесь будет пока что одна функция login_reducer. Это синхронная функция, в которой мы будем отправлять запрос на логин. Здесь мы получаем данные с логином и паролем. Здесь мы их отправляем.
перед этим диспатчем, что действие по логину началось, и в конце диспатчем, что логин прошел успешно, и в редюсер передаем access токен. Если была какая-то ошибка, то диспатчем логин failure, и здесь передаем сообщение и об ошибке, чтобы запрос можно было написать таким образом. API out логин сделаем в папке с API-шками общий файл index.ts. Здесь будут реэкспорты всех API-шек. Экспортируем по дефолту API. И здесь будет пока что одно свойство out. Out мы получаем импортом всего, что есть из папки out. Здесь пока что один запрос на логин, но их будет больше. Теперь Action Creator у нас объявлены, запросы у нас описаны. Теперь мы по кнопке Submit можем отправить запрос. Для этого пишем dispatch, и здесь логин user с данными логин и паспорт, которые мы вводим, чтобы использовать dispatch. Здесь пишем use app dispatch, его импортируем из Store, логин user импортируем из Action Creators. Также я забыл обернуть все приложение в провайдер и прокинуть в Store, чтобы редакс работал. Попробуем отправить какими данные. Нажимаем Submit, запрос осуществляется. Пока что 404, потому что бэкэнда нет. И в payload есть наши данные. Со стороны фронта запрос на логин полностью описан. Теперь можно перейти к написанию бэкэнда. Для того, чтобы начать делать бэкэнд часть, создадим отдельную соседнюю папку, в данном случае JVT Backend, и установим библиотеки ExpressNodeMon, как обычно, JSON Web Token, чтобы создавать токен было немного проще, и Cookie Parser устанавливаем. Также нужно написать npm init -y, чтобы файл package.json создался и заполнился. Далее создаем файл index.js, и здесь создаем сервер на Express. Он довольно простой. Сначала импортируем сам Express, потом Cookie Parser, создаем инстанс Express, называем его app. В app используем это JSON парсер и Cookie Parser. Объявляем порт 3001, он отличается на единичку от фронтенд сервера для разработки. И слушаем на этом порту. Здесь отдаем callback, который напишет, что сервер слушается на этом порту. В package.json напишем скрипт для старта сервера. Он будет называться start. И NodeMon будет выполнять файл index.js. Добавляем в наше приложение out_router. Он будет обрабатывать все запросы, которые будут приходить на нужные нам роуты. Это логин, рефреш, логаут и запрос профиля. Out_router создаем в src aus и добавляем этот роутер в приложение. Пока что здесь описан только один роут, это логин, и пока что здесь ничего не делается. Экспортируем Express, создаем роутер с нужным нам названием и экспортируем его из этого файла. Наша задача сейчас только описать всю логику при запросе логина. Из request body мы достаем логин и пароль. Нам нужно будет их проверить. Если они корректные, нам нужно будет сгенерировать и отправить access токен. Пока что здесь добавил заглушку в виде пустой строки. Регистрацию пользователей делать не будем, так как это не относится к авторизации по JVT токену. Нам здесь нужно написать две части логики. Сначала провалидировать логин и пароль, корректные ли они, и если да, то вторая часть логики создать access и refresh токен и отправить их. Базу данных с пользователями создавать не будем. Рассмотрим все это на примере только одного пользователя. Создам все это в отдельном файле data.js. Здесь объявлю fake user. Логин будет админ, пароль тоже будет админ.
Но пароли в открытом виде хранить нельзя, нужно хранить их в виде хэша. Посчитаем хэш от пароля admin. Прямо в консоли напишем ноды. Так, теперь с помощью модуля крипта нам нужно получить хэш. Команду я сразу заранее нашел, сейчас удалю отсюда пробелы. Крипто — это модуль, встроенный в ноду. Будем шифровать по методу, по алгоритму SHA-256. Сначала нужно создать инстанс с секретом. Секрет будет ABC, простой. Пароль будет admin, разумеется, admin. И все это будет в 16-ричном виде. Получаем хэш. Хэш будет вот такой. Копируем его сюда, в password хэш. Двойные кавычки. Теперь все, что мы писали в консоли, в таком же виде пишем здесь. Прям копируем сюда. Создаем хэш пароля, который к нам прислали. И он будет, пароль будет правильным, если полученный хэш будет равен тому хэшу, который мы уже храним в фейк-юзере. Если они равны, то пароль правильный. Пишем условие, если логин не совпал с логином фейк-юзера, и если пароль неправильный, тут надо написать из verified password, а то непонятно. И если пароль неправильный, то прерываем эту функцию return и в rest статус отправления 401 и пишем ошибку логин fail. Проверку логина и пароля мы написали, теперь осталось написать вторую часть. Это создание access и refresh токена и отправку их. Чтобы получить токены access и refresh, напишем функцию getTokens, которая будет выдавать нам нужные токены. В эту функцию мы передадим строчку логина. Эту функцию мы опишем в отдельном файле utils.js. Сейчас тут переименую. Вот как выглядит генерация токенов. Здесь 20 строк. Сейчас разберем все построчно. Сначала мы импортируем библиотеку для создания JWT токенов. Это подписи, чтобы создать уникальные токены. Но лучше их так не хранить, лучше их в переменной, в node.env где-нибудь хранить, а не так в открытую. Это время, сколько будет жить access токен, 20 секунд. Время жизни refresh токена сделал 60 на 60, это 1 час. 20 секунд для наглядности, чтобы можно было все продемонстрировать. Описываем функцию getTokens. Она принимает в себя логин и должна вернуть 2 токена, access токен и refresh токен. С помощью библиотеки JSON Web Token делаем подпись. В качестве полезных данных передаем логин, можно ничего не передавать. Дальше передаем уникальную подпись и указываем время жизни, через сколько он истечет. Функция довольно простая, вернет 2 токена. Посмотрим, как все это будет работать. Чтобы посмотреть, как все это работает, прямо в index.js сделаем console log, здесь выполним getTokens и сюда отдадим admin. Запустим этот сервер, пишем npm start. И вот он нам выдал 2 токена, access токен. Посмотрим, что в нем хранится. Прям скопируем его отсюда, перейдем в браузер, вставим его сюда. И вот его расшифрованный вид. В красной части, в первой части до точки будет храниться алгоритм и тип токена. В фиолетовой части будет полезная информация, это логин админ, который мы передали, и от это время, когда токен был сгенерирован, exp, expiration, все проскрылось. Expiration — это время, когда время жизни токена истечет. Синяя часть никак не расшифровывается, это подпись токена. Из index.js уберем то, что мы вызывали в качестве примера. Его здесь быть не должно. Сохраним. Сервер тоже можно пока остановить.
У нас есть теперь access токен и refresh токен, осталось только их передать в ответ на запрос. Access токен мы передадим напрямую, чтобы приложение на фронтенде хранило его у себя внутри, где-нибудь в замыкании или в сторе. А refresh токен для безопасности мы установим в куку с флагом HTTP only, чтобы фронт не мог до нее никогда браться, и ее мог с ней работать только сервер. И для куки нужно указать время жизни. Оно будет ровно таким же, как и время жизни refresh токена. Время жизни refresh токена экспортируем также вместе с функцией getTokens. Вот здесь у нас объявляется время жизни refresh токена, здесь экспортируем, здесь получаем и здесь передаем его в куку. Ну, в целом все. В куке мы передаем refresh токен и напрямую мы передаем access токен. На этом роут логина закончен. Теперь проверим, как работает все вместе. В фронтенд проекте пропишите в package.json proxy на адрес, где будет запущен бэкэнд, чтобы не мучиться с корсами. Забыл сделать на бэкэнде в файле с роутером несколько импортов. Здесь импортируем модуль крипто, здесь импортируем библиотеку для работы с куками и здесь импортируем данные о пользователе. Теперь можно проверять, как все работает. Запускаем приложение на фронтенде npm start, запускаем экспресс-сервер npm start и ждем, когда все запустится. Экспресс запустился быстро, слушает на порту 3001. React будет запускаться подольше. Пропущу этот момент, пока все запускается. Приложение на React запустилось. Можно попробовать, как все работает. Сначала отправим неправильные данные. И в ответ получаем 401 логин fail. И теперь попробуем правильные. Пишем admin и сюда тоже admin. Логинимся и логин прошел. Access токен мы получили. В хедерах, в куках мы получили refresh токен. Все работает. Для этого урока это, наверное, хватит. Код выложу на GitHub. Разобью по коммитам по каждому видео. Если в экспрессе на бэкэнде написал что-то не так, то пишите в комментариях. Я фронтенд разработчик и код на ноде пишу довольно редко. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.